Всем привет, друзья и посетители канала. Сегодня выбрался на коп, 17 июня. После немного болел, тут не мог выбраться. Сегодня жара стоит, 25 градусов в тени. Думаю, к обеду к 30 будет в тени. Жарко, конечно, но пока что вот в лесочке пока что вот утром прохладно. Сегодня такая ситуация была, история, можно так сказать. Стою в магазине, в очереди, мужик стоит впереди. Слышу, кассирша другой кричит: Таня, пробей печень мужику, перебей яйца на кисель. Ржач, конечно, в зале, как говорится, был. Долго все смеялись над этим. Вот такие бывают истории, можно сказать, вживую. Сегодня будем искать в лесополосе недалеко от города. Вот такая полоса у нас тут. Люди отдыхают, правда, много мусора оставляют. Придется много мусора сегодня покопать, походу. Ну и комаров покормить немножко, как говорится. Что найду, покажу. Не найду, не покажу. В общем, первый сигнальчик попался, более интересный. Сейчас я вам его покажу. Где-то его видел. Вот он. Вон он. Лежит такой. Вроде на монету похож. Сейчас посмотрим, что это. Не монета. Пуговица СССРовская. 4 дырками. Очередной сигнальчик, уже более интересный, чем пуговица была, которая... Так. Видно отсюда, не видно. Сейчас попробую приблизить. Вон он лежит. Похоже, значок СССРовский. Так. Красивый такой. Так, что там у нас? Мир, наверное, внизу написано. Такой грязный тут сзади. Чего пока не видно. Застежка вроде даже целая. Сейчас почищу, вам покажу. Почистил значок, оказался это не мир, как я думал сперва. Вот сейчас вам покажу, что там написано. Будет видно, не будет видно. Вот Киев. Вот. Киев. Вот такой значок. Даже еще застежка целая. К удивлению. Непонятно, какой год это. Ну, понятно, что СССР. Попалась очередная цель. Такая, можно сказать, нестандартная. Вот такая. Как я предполагаю, это часть или ложки, или вилки. Вот такая алюминиевая. Ручка такая. Даже, может, ножичек какой-то был. Потому что вот тут вот какие-то края такие тонкие. В общем, непонятно, что это было. То ли ложка, то ли вилка, то ли ножичек какой-то. В общем, ищем дальше. Что найду, покажу. Очередной сигнал назвонил. Прям почти наверху лежал. Вот такой карандашик. Вот такой. Сейчас я вам попробую сфокусировать. Так, это с другой стороны. Вот такой карандаш валялся. Чего в лесу не найдешь. Вот в таком лесочке. Весь уже зарос кустами. Ну, тут раньше высаживали деревья. Все ровненько сидят. Ровненькие такие елочки. Ладно, будем искать дальше. Недалеко от землянки отошел тут
метров 10, наверное. Сигнальчик такой был непонятненький. Вот. Смотрю, он выскочила. Видно вам? Вон там сигнальчик такой он. Похоже на монету. Сейчас будем доставать вместе с вами и смотреть, что это. Так, это у нас 2 копейки 1982 года. Ну, конец СССР почти. Под конец выпуска. Даже он чуть-чуть блеска осталось. Потер. Вот такая монетка. Комары едят. Страшно. Уже закусали. Но мы не сдаемся, мы ищем. Очередной сигнальчик попался. Сейчас мы посмотрим, что тут за сигнальчик. Он похоже на монету СССР. Сейчас чуть-чуть приближу. Вон он. Сигнальчик. Сейчас будем доставать. Это у нас, не пойму, 2 копейки 1938 года. Немного зелененькая. Ну, сойдет. А то и так сигналов нет толком. А один мусор в основном типа пробки. И всякий мусор. Осколки даже попадаются. Гильзы. Буду искать дальше. Что попадется, вам покажу. Попался интересный сигнальчик. Вот я уже его вижу. Сейчас вам покажу. Так, видно отсюда, не видно. Сейчас чуть-чуть приближу. Вынимаю вместе с вами. Это монетка. Только какая? СССР опять. Советины. Грибники отдыхающие теряли. До сих пор отдыхают. Так, это у нас... Даже трудно сказать, что это у нас. Сейчас, наверное, чуть-чуть попробую почистить и покажу, что получилось. И номинал, и год, наверное, скажу. Все удастся. Итак, почистил монету. Правда, даже если почистил, все равно, как видите, плохо очень видно. Разглядывается, что это 1962 год, 15 копеек. Что-то ее сильно убило тут. Вот такая монета. Очередная монетка попалась. Комары уже заедают прям. Ой. Так, сейчас мы ее покажем. Где она тут? Вон она. Сейчас мы достанем и посмотрим, что за монета. Так. Вот такая. Комары уже сели. 1961 походу. 10 копеек. В общем, их много выпускалось. Да, сохран, конечно. Все, чем дальше, тем хуже. Сперва такая хорошая 2 копейки попалась. Эти вообще поеденные. Ну что, будем искать дальше. Что будет попадаться, покажу. Вот, как говорится, чем богаты, тем и рады. Очередная монетка, наверное, сейчас увидим. Так, где она у нас тут? Вот она. Так, ой, комары заели уже. Страшное дело. Так, что это за монета? 86 год. 1986 5 копеек. Вот тут еще. Правда, задняя часть вообще темная. Вообще ничего не видно.
А вот спереди нормально. Еще почистится, я думаю. Ну что ж, как говорится, тоже находка. Пойдет. Буду искать дальше. Вот в этом лесочке. Вот такой лесочек тут. Попалась вот такая ложечка. Вот. Не серебро, жаль. Так. Там надписи были. Так. Москва. ЗМ-4 вроде. Нерш 2,20. Наверное, 2 рубля 20 копеек. Ну или что-то другое обозначало. Вообще блестит прям. Такая ложечка была. Ладно, буду искать дальше. Очередной сигнальчик. Очередная монеточка выпала. Сейчас я вам покажу. Вон она поближе лежит. Сейчас я вам ее покажу. Ходу мелкая, копеечкой. Так. Да уж. Так. Сложно разглядеть что-то на ней, походу. Блин, не видно ничего. Сейчас попробую чуть-чуть почистить и покажу вам. Пробовал почистить эту монетку, но, к удивлению, не смог ее очистить хорошо. Потому что, видать, надо дома чистить. Сейчас нет такого ни средства, ничего. Ну вот, эта монетка. Ой, блин, комары кусают. Прямо атакуют. Ну, судя 1 копейка, только 1 копейка, ну, после 1961 года примерно. Понятно, что может и ошибаюсь, как говорится, ну, примерно, в общем. Буду искать дальше. Где рядом выкопал монетку, оказался еще сигнал. Вот сейчас попробуем выкопать монетку, надеюсь. Вот цифры. Но я думаю, монетка все-таки. Так, будет онлайн, как говорится, выкапывать. Так, выкопал, нет. Нет, еще не выкопал. Все, походу выкопал. Сейчас будем смотреть. Так, не видно. Так, не видно что-то. Сейчас попробую МД пройтись. Непонятно, где-то тут. Так. Вот. Монетка. Все. Походу 1 копеечка. Чуть-чуть задел. Вот тут вот. Видно. Вот такая копеечка. Рядом была. Вот. Буквально 1 выкопал. И прямо вот тут вот еще 1 монетка. Сейчас проверим, есть ли еще что-нибудь в ямке. Вроде ничего больше нет. Ой. Так, переходим. Так, вот такая копеечка. Я думаю, чистить бессмысленно, потому что это
после 1961 года копеечка. Вот чуть-чуть, видать, цепанул лопатой или чем. Или МД, не знаю. Вот такая копеечка. Ну, будем искать дальше. Что найду, покажу вам. Проверить рядом еще на сигналы, как говорится, где я пару монет выкопал. Вот одну так выкопал, другую вам показал онлайн. Ну и вот тут еще один сигнальчик появился рядом тоже. Сейчас мы будем выкапывать вместе с вами. Как говорится, онлайн тоже. Так, главное опять лопатой не цепануть как ту. Так, неудобно копать, когда много корней. Фискарем. Надо для такого дела трупер брать для леса. Так, выкопал. Опа. Ветки мешают. Так, где тут у нас? Так, тут где-то. А тут у нас, к удивлению, осколок прям рядом с монетами. Бывает же такое. Я уже надеялся, думаю, кошелечек тут потерян. А тут, как видим, две монетки, ну и осколок. Будем искать дальше. Очередной сигнальчик. И выскочила монета. Не знаем пока еще какая. Ну, сейчас увидим, какая монетка у меня выскочила. Так. Где она? Вон она лежит. Приближу чуть-чуть. Сейчас увидим, что за монетка. Так. Бронза, что ли? Ранняя СССР какая-нибудь. Типа 24-ки, наверное. Да, наверное. 2 копейки 1924 вроде. Ну, давайте почищу, наверное, и покажу вам. Точнее будет, как говорится. Не будем гадать. Немного почистил этих 2 копейки. Сейчас вам покажу. Вот. 1924 год. 2 копейки. Гурт рубчатый. Вот она. Сзаду. Вот такая. Так, не фокусирует. Вот. Вот такая. Ну что ж, очистится, я думаю, и будет нормальная монетка. Ну, вот хоть ранний советик. Буду дальше искать. Итог сегодняшнего копа подведем. Так, что тут у нас? 2 бегунка вот таких каких-то попались. В общем, мусор, так сказать, колечко непонятное. Так, может от конины, может нет. Так, карандашик вот такой. Спонсор 021. Назвонилась вот на эту алюминиевую. Вот нержавеечка, ложечка такая. Вот сохран такой. Москва 3М4 Нерж 220. Так, это то ли часть от ложки, то ли от ножика, может еще от чего-то. Непонятно. Алюминиевая такая. С такими узорчиками. Легкая. Так. Значок. Киев. Вот. Киев. Застежка даже сохранилась. Так. Это у нас 5 копеек 86 года. Так, немного будет сейчас мешать со звуком. Поезд вот идет рядом, около
железки копали. И такой грузовой идет на Европу. Мы продолжим к находкам. Вернемся, как говорится. Так, это у нас 2 копейки 38 года. Так, это у нас 2 копейки 1982 года. Это у нас 2 копейки 1924 года. Такая бронзовая, ребристый гурт у нее. Там есть и более дорогие, и более дешевые варианты. Так, это у нас 1962 вроде, 15 копеек. Тут 10 копеек, 1961 год вроде, как я понимаю. Наконец-то поезд прошел, а то заглушает прям. Не знаю, слышно вам все было или нет. Эти копеечки после 1961 года. И это тоже после 1961 копеечки. Вот такие копеечки. Ну вот сегодняшний такой итог. В таком вот лесочке. Вдоль железной дороги вот ходили. Вон она там железная дорога идет. Всем пока.